Я в этом видео расскажу, на что хватает одной солнечной панели и как можно использовать вот этот вот бесплатный божий свет, который попадает в солнечную панель, и мы можем использовать для дела. В этом видео все подробно. Итак, поехали. Вот так вот у нас начинался прекрасный утренний рассвет. Пока все работает от аккумуляторов. Сейчас 6:20 утра. И, в общем, как я буду каждый час снимать до тех пор, пока панель не начнет выдавать нормально амперов для работы и заряда аккумуляторов. Я сейчас зафиксирую цифру на счетчике и буду показывать вам приблизительно каждый час, что и как происходит. Максимально быстрым темпом. Итак, спустя час солнце где-то там до сих пор, 80 ватт мы потребили с аккумуляторов. В 7:23 утра я зафиксировал, что 0,8 ампер оно реально выдает. Но этого мало даже для заряда аккумулятора, хотя очень и полезно. Итак, спустя еще часок, немножечко... Нет, ничего не увеличилось. Но ватты потребляем также. Аккумуляторы продолжают разряжаться, и уже 10. Но солнышко уже светит под углом, правда, но уже ситуация начинается повеселей. 1,9 ампер. Ну, а в 12 утра уже, глядите, 10 ампер. И дальше только будет круче. И на заряд хватает, и на использование шаровой энергии. Заранее прошу прощения за беспорядок, но у меня идут процессы ремонта, я строюсь. В общем, тут все сейчас землей загружаю и буду вот выращивать. Сейчас вот огурцы растут от таких вот лампочек. Сейчас я 100 ватт потребляю мощность. Вот это 12 ватт, 12 ватт, 10 ватт там лампочка одна такая вот. И это 50 ватт и вытяжка 15 ватт. Ну, то 100 ватт тут реально потребляется, 180 ватт просто девать некуда. Как я уже говорил, затаривайтесь вот аккумуляторами. На одну солнечную панель может 4 поставить аккумулятора и больше. И у вас кучу казенной энергии, которая просто пропадает. Просто пропадает. Вот. У меня в теплице будет больше лампочек идти, естественно. Здесь будет идти, ну, оно будет все по-другому. Это сейчас чуть-чуть такой у меня колхоз, но не судите строго. Но, как видите, уже огурчики растут. Я специально спешу вам эту всю тему показать. Там уже цветочки плетутся. И красавцы. В общем, вот такая вот технология. И вот это все зимой будет выращиваться. Все буду потолки, все буду утеплять. Как видите, там холодильник будет стоять еще. Я показывал. Он мощностью 280 ватт. Ну, немножечко запачкался, тут ремонт идет, ничего. В нем будут продукты храниться, здесь много чего будет выращиваться, гидропоника здесь будет. И, ну, подписывайтесь, смотрите, ждите, будет очень интересно, я много выпущу интересных роликов. Кто-то спросит, что ж ты будешь зимой делать там, когда хмурая погода? Ну, я вам покажу. Сначала суть, а потом покажу реально на практике, что делаю в хмурую погоду. Смотрите. Вот мы купили, к примеру, одну солнечную панель 100 ватт. Как определить, кстати, что на 100 ватт? Мы берем 18 вольт, умножаем на 5,5 ампер. Получаем 100 ватт. Ну, там чуть меньше, ну, плюс-минус 100 ватт. В общем, я подключаю параллельно солнечные панели и получаю, ну, это если две одинаковые, да, к примеру. Они по 100 ватт идут, по 5,5 ампер. Каждая. Мы, если их подключаем вот таким вот макаром, то есть плюс к плюсу, минус к минусу, мы получаем... Мы увеличиваем амперы, как бы объединяем, вольты остаются неизменными. И, ну, естественно, отсюда 100 ватт сюда перемещаем. Ну, в общем, они объединяются, получается 200 ватт. Последовательное вот подключение, да, там плюс с минусом замыкаем и на выходе имеем минус-плюс. Мы оставляем амперы неизменными, ватты там 100 плюс 100 объединяется и вырастает напряжение. Вот, делайте выводы. Но в моем случае, когда там уже 1 ампер реально зимой, две солнечные панели я подключаю друг дружку, там, даже когда хмурая погода, параллельно, и я получаю, причем нехилые амперы, там, покажу сейчас в деле. Да, у меня две панели разные. Одна 450, другая 280. Если одна у вас 450, а вторая 280, то не получится у вас там объединить мощность. То есть там, где больше панель, будет выдавать ровно столько, сколько... ну, она будет подстраиваться полностью под ту, что слабее. Почему? Вот потому нужно покупать одинаковые солнечные панели, чтобы не было таких ерундовых ситуаций. Я вообще много расскажу очень о лайфхаках в скором времени.
ну, стараюсь максимально информативные короткие ролики делать для вас. Вот, к примеру, такие теплицы, блин, о чем говорил великий ученый Жак Фреско, который прожил 100 лет. Он рассказывал про такие вот проекты, где можно выращивать продукты просто на небесном свете. Ну вот просто. Там фотоны, вионы, ну вы поняли, да? Такие аккумуляторы, я ничего не рекламирую, ни на чем не настаиваю. Я лишь показываю свой опыт. Вот. Такие аккумуляторы, они стоят 1500 гривен. Это же копейки. За выходные, парни, ну реально, прогуливайте больше. Я не думаю, что проблема купить такой аккумулятор. Можно к одной такой солнечной панели подключить сразу 4, да сколько угодно. Ну, не сколько угодно, там есть лимит. К примеру, на один аккумулятор где-то там требуется 50 Вт для заряда. Вот, ну, делайте выводы. Но такой вот бюджетной солнечной панели, которую можно купить за $35, можно смело поставить 4 аккумулятора, они будут заряжаться, и вы будете еще плюс там использовать немножечко шаровой энергии. Ну, а недостающую, там, если будете больше что-то мощнее там, подключать на 300, на 400 Вт, то он будет уже брать непосредственно с аккумуляторов. Да, много кто говорит, купи себе литиевый, там, фосфат, туда-сюда. Согласен, это крутая тема, но она очень дорогая по сравнению с этим. Да, они проблемные, эти аккумуляторы кислотно-свинцовые автомобильные, да, которые стандартно используются. Этот конкретно уже вышел из строя, его буду восстанавливать. Я показывал себе видео, как их восстанавливать легко и просто, быстро, эффективно. Вот, есть разные методики. Смотрите, друзья, что я вам скажу. Такие аккумуляторы для меня лично они надежные, недорогие и много можно энергии дневной использовать. Да, конечно, если деньги позволяют, но я сейчас тут говорю о бюджетных вариантах, то есть не вкладывать много денег. И конкретно говорю вот о таких вот простеньких вариантах. Да, надо брать, чтобы пробки, банки откручивались, пробочки, чтобы можно было там манипуляции проводить, доливать там водичку, там, ну, смотреть плотность электролита, там, добавлять, может быть, корректировочный электролит. Вот. Поэтому я не вижу проблемы там на такую панель 4 аккумулятора поставить, и будет вам счастье. Ну, если есть, конечно, возможность поставить что-то покруче, то пожалуйста. Я просто показываю свой опыт. И показывал уже, как подключать это все. Ну, любой человек с этим справится. Поэтому, что я вам скажу? Идея просто класс. Ну, а многие ребята скажут, оно непонятно, когда себя купит. Ваш телефон себя тоже, ну, большей частью людей себя не окупает просто для использования. Ну, лично это даже мой случай. Ну, много чего в этой жизни себя, ну, может не купить. Это может быть что угодно, но в данном случае я считаю, что эта тема отрабатывает себя и непосредственно делает независимым. Это вообще приятно, кайфовая тема. И более того, я скажу, что когда еще нет электричества и вообще это дарит некую независимость, да, и экономия происходит, я вам сейчас так скажу, что я за день покажу, что сейчас насобирал, сейчас где-то приблизительно 7 часов вечера, ну, как понимаете, ну, оно немного тянет, и покажу все же, сколько на этой панели я натянул за день, и покажу сейчас вообще, как день проходил, и каждый час там что как происходило, как солнце себя вело, как выходило, то есть, и покажу всю эту станцию, приблуду, это все, и что сколько там стоит. Ну а пока мы будем выяснять все обстоятельства, что да как, я вам так заранее скажу. Можно всю эту станцию собрать за $150. Это инвертор, контроллер, панель и один аккумулятор, такой вот за 1500 гривен, дешевенький. Вот. Но, тем не менее, вот такая вот бюджетная станция. Ничего не рекламирую, показываю лишь свой опыт. Оно вам подходит, не подходит, вы уже будете решать это сами. Вы увидите, сколько я добуду из этой панели за целый день. Так от себя скажу, я использовал более мощное оборудование, там бетономешалки, дрели. У меня есть куча про это роликов уже. Я вам так скажу, что все работает классно. За день от этой панели у меня получалось по данному счетчику брать 3 киловатта. И 4 киловатт с аккумуляторов, ну то есть они в ноль будут разряжены. Итого рекорд был с заряженными аккумуляторами от этой солнечной панели на 280 Вт. Это 4 киловатта. Как что подключать, на контроллере в принципе нарисовано вот куда панель, куда аккумулятор. Инвертор я кидаю прямо на аккумулятор. Инвертор у меня не чистый синус, поэтому я использую провода все вдвое сложенные. И от аккумулятора провод идет через автомат защиты.
Когда вот так вот провода подключены, то есть получается у меня восьмерка, то есть 2 по 4 идут квадрата провода, и параллельно аккумуляторы подключены, чтобы было 12 вольт, так как инвертор на 12 вольт. И таким образом инвертор может допускать свыше 1,5 киловатта мощности. Если там хотя бы шестерку поставить, если уже на восьмерку нет, ну лучше ставить восьмерку, чтобы все корректно работало и запускалось. И самое главное, не путать плюс-минус. Это очень важно. Как видите, вот погодка нелетная, дождь валит полным ходом, и причем очень хмурое небо. И тут случится чудо. Но сейчас 0 ампер, одна и вторая панель дает. Я сейчас их соединю параллельно, и смотрите, фокус. И вот я беру два провода от одной солнечной панели и от другой. Скручиваю их вместе, минус к минусу, плюс к плюсу. Я увеличиваю таким образом амперы, вольты остаются неизменные, ватты как бы тоже вот умножаются, но подстраиваются под ту, что более слабее. И с вольтами такая же тема, в принципе, происходит. Как я говорил, не путаем минус и плюс. Нигде не путаем полярности. Это может закончиться очень-очень плохо. Ну и теперь смотрите, фокус. Сколько ампер? Подбиваем итоги. У нас уже вечер. 820 ватт сегодня использовали. Притом аккумуляторы хорошо, очень даже достаточно заряжены. Я не знаю, тут может уже ничего не будет видно. Возьмем фонарик. Ну, типа еще какие-то вольты идут, но ампер уже 0. Много это или мало, решать вам. У меня все аккумуляторы на 60 ампер часов. Спасибо за просмотр, подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации, пишите ваши вопросы.